Сегодня будет достаточно много интересной информации. Мало того, что мы пройдемся по новенькому обновлению, который весит почти 1,5 гига, так еще и обсудим ярое желание разработчиков намекнуть на новый трейн. Ну и, разумеется, новые утечки. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Нечем похвастаться перед одногруппниками или одноклассниками? Тогда бегом на Hell Store выигрывать топовые скины. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или всеми любимый Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбиваешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка Crash, в котором делаешь ставку, если линия прошла твое значение, ты в шоколаде. Ну а если не понравился выбитый скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также, выполняя несложные задания, можно забрать приз дня. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Ну что же, несмотря на такой, казалось бы, солидный вес обновления, хотя в наше время это солидным и не назовешь, вновь это, к сожалению, заслуга изменений на картах Office, Ancient, Nuke и Anubis. Что же касается игрового процесса, то скорректировали обратную связь клиента и сервера при попадании пули. Также исправили случаи, когда компенсация задержки приводила к перемотке целевых хитбоксов на несколько позиций назад. Имеется в виду рассинхронизация моделек игроков и хитбоксов. Ну а прыжки на месте по наклонной поверхности больше не приводят к скольжению на короткое расстояние. И, конечно же, пофиксили очень неприятную ошибку, при которой можно было разминировать бомбу на любой высоте, даже если вы находились этажом выше. Ну а что же касается анимаций, то разработчики не бросают попыток пофиксить перевязанные ноги к поверхности. Исправлена IK логика костей для вида от третьего лица. И исправили ситуацию, когда после закладки бомбы ноги у игрока уходили куда-то в трэш. Ну а при поиске матча в соревновательном игрок теперь будет получать чуть больше информации о статистике игроков, ищущих матч. Ну и напоследок разработчики решили изменить активацию пропуска. Теперь же при активации вы не будете получать 1 кредит на старте. Все 40 кредитов теперь придется заработать самим. Теперь же наконец-таки переходим к утечкам и к намекам от Valve. В данном обновлении в коде меню панорамы засветились режимы кооператив и кооп миссия. И это уже точно означает, что данные режимы определенно появятся в будущем, так как разработчики заранее в коде игры стараются разделить данные режимы, чтобы они не вызывали в будущем ошибок в меню. Ну и наконец-таки больная тема о том, как разработчики любят в своем X-аккаунте что-то тизерить или бросать намеки. Пару дней назад разработчики в своем профиле сменили шапку на загадочный асфальт, который, по всей видимости, находится на какой-то будущей карте CS2. И понятное дело, что все догадки приводят к новой переработке карты Train. Но черт, 2 суток я переварил столько обсуждений асфальта, что походу стал экспертом по трещинам, благо не анальным. Плюс ко всему прочему, при выходе сегодняшнего обновления разработчики решили еще и кинуть отсылочку на старый пост, который был о Трейне, что по сути подтверждают догадки многих, что это все-таки будет Трейн. Но справедливости ради скажу, что данный скрин с асфальтом что-то не будоражит во мне энтузиазма. На нем 100% находится всего лишь одна текстура, из-за чего идут предположения, что некоторые участки карты будут просто пустыми. Никакого мусора, никаких тебе декалей в стиле камней, ничего такого. Только загадочное отражение какого-то источника света. И возможно, данный скрин был сделан в процессе разработки самой карты, так как если бы они уже ее тестили как игровую, это можно было бы проследить. Что ж, будем ждать новых новостей. Обязательно отпишите в комментариях, ждете ли вы новую карту Train и какой FPS вы ей прогнозируете. На этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!